Всем привет! Сегодня мы приготовим с вами обалденно вкусный салат веча на корейском языке. Ве это огурцы, а ча это салат типа. В общем, салат из огурцов и с мясом. По-другому я видела, что его еще называют японский. Я не знаю, почему так называют, но в общем, этот салат прям идет, готовили мои бабушки. В каждом доме свой рецепт салата. У нас этот салат готовится так. И для этого салата нам понадобятся огурцы. У меня здесь почти килограмм, чуть-чуть не хватает, 100 грамм до килограмма. Одна средняя морковь, свежая кинза или кориандр, чеснок, около 50 миллилитров растительного масла, у меня подсолнечное масло у меня. Так, и здесь у нас 1 чайная ложка перемолотого кориандра и 2,5 чайной ложки красного острого перца и буквально меньше чем пол чайной ложечки черного перца. Но красный острый перец можно заменить на красную красивую сладкую паприку. И у меня здесь идет около 300 граммов говядины. Для начала нам нужно отварить говядину. Пока мы будем отваривать говядину, мы подготовим остальные продукты. Ну все, я поставила нашу говядину вариться, просто положила мясо в холодную воду и поставила на газ. Нам нужно отварить говядину до готовности, чтобы оно было мягкое. Следующий шаг, мы будем нарезать огурцы. Отрезаем все ненужное, убираем в сторонку. Здесь в Канаде у нас такие огурцы огромные, так чтобы было удобно разрезать, я разрезаю на 2 части, а затем еще на половину. Моя рука еще до конца не восстановилась, поэтому половинки получились разные. Это не страшно, главное, чтобы было вкусно. Хорошо, мы нарезаем по диагонали, вот так, таким вот образом, такими пластами, чтобы получились вот такие вот кусочки. Они не очень толстые, это меньше, где-то 0,7, я думаю, миллиметров. Продолжаем. Я люблю этот салат, потому что в нем нет сахара, но некоторые готовят с сахаром и с уксусом. Мы не готовим с сахаром, с уксусом. Мы за здоровый образ жизни. Ладно, шучу, иногда мы готовим с сахаром и с уксусом, но этот салат у нас без. Я еще нарезаю. Продолжаем. Мы нарезали огурцы, и сейчас мне надо их подсолить. Ну и перчатка оделась, потому что еще недавно у меня была рука отекшая, и перчатка не надевала. Хорошо, 1 чайную ложку соли с горкой, как вы видите у меня. И перемешиваем огурчики. Даем настояться минут 10-15. Пока огурцы будут отдавать свою воду, подготовим остальные продукты. Морковь. Нарезаем морковь вот такими вот брусочками сначала. Мне все еще надо помогать второй рукой. Много моркови мы класть не будем, потому что это просто для красоты. Ну и немножко, конечно, все равно морковь добавляет свой вкус. Делим морковь пополам. Таким вот образом. Еще. И теперь я ее мелко-мелко слайсами нарезаю. Смотрите, сейчас покажу, чтобы это были прямо такие вот мелкие слайсы. Так как морковь мы не будем никак обрабатывать, надо, чтобы она у нас на зубах прям не чувствовалась сильно, чтобы она тоже была мягкая. Следующее я буду измельчать зелень. Мелко порезаем зелень. Зелень вообще можно нарезать как хотите. Можно покрупнее, можно помельче. Кто как любит. Измельчим чеснок. Я думаю, нам вот так хватит. Это 4 больших зубчика. Хорошо. Измельчаем. Чеснок измельчила. Можно чеснок выдавить через чеснокодавилку, давку, как она называется правильно, не знаю точно. Но я люблю измельчать ножом. Все. Здесь у нас все готово. Мы ждем только мясо. Мясо у меня отварилось уже, вот такой кусочек получился небольшой.
Отлично, сейчас мы будем чуть-чуть отжимать огурцы от водички, от сока, который огурцы дали. Чуть-чуть, буквально не сильно, чтобы огурцы сильно не помялись. Чтобы в салате не было много воды, нам нужно отжать обязательно огурцы. Все, огурцы отжала. И добавляю сюда все, что нарезала до этого: овощи, морковь, кинза, чеснок. Насыпаю специи. Мясо уже чуть-чуть остыло, как раз, чтобы я его смогла нарезать. Срезаю лишнее все, что здесь есть: жилки, кусочки жира. Если у вас есть кому это съесть, собачки, то классно, но я просто выкидываю. Все лишнее срезаю. И нарезаем на такие же брусочки, как морковь. И тоже тоненькими слайсами. Кстати, в этот салат мясо можно также и обжарить еще тоже тоненькими слайсами, кусочками. Но я люблю именно с вареным мясом, как это делала еще моя мама, моя бабушка. Мясо нарезала и добавляю сюда. Отлично. Ну вот, салат почти готов. Осталось хорошенько накалить масло и заправить. Масло накалилось. Заливаем. Заливаем прямо на специи, чтобы специи как бы немного поджарились. И мой секретный ингредиент. Та-дам! Это соевый соус. Хорошо. Надеваем перчатки и перемешиваем хорошенько. Можно перемешать ложечкой, но я люблю перемешивать руками, чтобы все специи хорошо смешались между собой. Аромат обалденный. Пробуем на соль. Если соли не хватает вам, то добавьте соли. По-моему, все хватает. Наш салат готов. Украшу его листиками зеленого лука и кунжутными семенами. Это вообще не обязательно, но это очень красиво. Пробуем. Он у меня постоял минут 10, чтобы мясо пропиталось специями, так же, как и огурцы и морковка. И теперь попробуем наш салат. Я хочу взять все, чтобы у меня попалось. И мясо, и огурец, и морковка. Как будто бабуля приготовила. Вкус как из детства. Обязательно готовьте, это очень вкусно.